Всем привет! В этом видео мы будем облагораживать обычный стандартный санузел, знакомый всем по вторичному жилому фонду. Выглядел он довольно непрезентабельно из-за кривоватых стен и торчащих труб. Но мы все это исправим. Наши штукатуры уже занимались этими стенами. То есть они исправили геометрию и выровняли все по плоскостям. А наша задача закрыть эти трубы коробами из гипсокартона, для того, чтобы на них потом наклеить плитку. С помощью лазерных уровней и осипостроителей делаем разметку. Вертикальную и горизонтальную. По полученным отметкам с помощью малярного шнура отбиваем цветные линии. Это линии для направляющих профилей. Такой этап, как сверление, относится к пыльным и шумным работам. Поэтому, чтобы не повторять это многократно, мы по всем линиям за один раз засверлим все профиля, которые возможно установить. Ну, конечно, с учетом очередности сборки. Основная часть готова. По сути дела, у нас 4 короба. 2 вертикальных, 2 горизонтальных. Периметр на маленьком коробе, горизонтальном, мы еще не сделали, потому что эта линия ориентировочная. Высота может измениться. Вертикальные короба имеют не только настенный, но и потолочный периметр. Здесь у нас профиля, короткие вот эти, присверлены под 90 градусов к оштукатуренным стенам. В одном из профилей периметра пришлось сделать вот такие вырезы, для того, чтобы туда встали трубы. Это из-за того, что раньше трубы стояли параллельно старым стенам, у которых был завал примерно 5 сантиметров. Продолжаем собирать вертикальные короба. Устанавливаем угловой профиль с горизонтальными перемычками и выравниваем его в одной плоскости. Короба у нас одинаковые по конструкции, поэтому мы будем собирать их оба одновременно. Совсем не обязательно собирать сразу весь каркас, мы будем делать по одной стороне. Зашили гипсокартоном готовую часть каркаса. И уже после этого выставляем перемычки для второй стороны. С помощью этих перемычек мы выравниваем гипсокартонный бортик или по размеру от стены, или по вертикали. Перемычки у нас стоят через 40 сантиметров. По этой стороне, например, сверху вниз. В двух перемычках пришлось вырезать углубление для труб. На третьей, которая на 1,20 м, уже ничего не нужно. И на 2,40 м вообще все прекрасно. Зашиваем вторые стороны. Итак, обшили гипсокартоном оставшиеся боковинки. И у нас оба вертикальных короба собраны полностью. Остается сделать только два нижних горизонтальных короба. Длинный и короткий. Короткий пока оставляем, соберем длинный. В нем у нас находятся счетчики. Здесь практически все готово. Только с левой стороны нужно докрутить периметр. И после этого собираем каркас под обшивку. Вот так он выглядит в собранном виде. То есть самый обычный каркас. Тут ничего специального нету. Сверху обычные перемычки из УДшек с лепестками и вертикальные стойки. Единственное, что вертикали стоят не абы где, а в нужных местах. Дальний профиль стоит там, где соединяются два короба, и средний в том месте, где заканчивается съемная плитка. Зашиваем гипсокартоном верхнюю часть. Здесь нет окошек, потому что доступ к счетчикам будет сбоку. Затем зашиваем боковую сторону. Но не всю, а от стены до середины центральной стойки. Нам утвердили размеры маленького короба. Он такой же по высоте, поэтому мы можем собрать для него каркас. Здесь все как обычно. УДшки по периметру и один профиль угловой. Я уверен, что на эту полку что-нибудь да поставят, поэтому поддержим гипсокартон посередине двумя перемычками, а вертикально у нас будет один профиль. Каркас маленького короба готов. Обошьем его гипсокартоном.
Очередность обшивки такая же, как и раньше. Сначала сверху, затем сбоку. В боковой стороне короба у нас два отверстия. Одно для подачи воды, другое для гофры. Никаких дополнительных креплений тут делать не нужно. Закрутили последний кусок гипсокартона. И в принципе на этом наша работа закончилась. Дальше в облагораживании этого санузла будут принимать участие другие специалисты. Будут плиточники, и отделка еще немножко заровняет потолок. Но пока весь некрасивый хаос из труб спрятался в геометрически правильную форму. Кстати сказать, с левой стороны, где будет ревизия для счетчика, отверстие в гипсокартоне вырезается после подгонки плитки. Почти готовый санузел. Вот в этом месте сбоку на коробе одна большая плитка съемная для доступа к счетчикам. Далее будет устанавливаться и подключаться новая сантехника. Бойлер уже есть. И вентиляционные решетки тоже скоро будут. Вот, собственно, и все, что хотел показать на тему преображения санузла. То есть, как было и как стало. На этом всем пока. Спасибо за внимание.